Infinix Zero 40 и Zero 40 5G – стильные камерафоны с поддержкой GoPro. Новинки получили быстрые AMOLED-матрицы, стильный и трендовый дизайн, мощные модули камер с оптической стабилизацией, емкие аккумуляторы, и все это за 17 тысяч рублей. Всех приветствую, друзья, вы на канале PaintShop, полезные и не очень. Infinix представила новые модели своих флагманских смартфонов Zero 40 и Zero 40 5G. Обе модели получились стильными и производительными, предлагая пользователям впечатляющие возможности для фото и видеосъемки, а также сбалансированные характеристики. Давайте знакомиться с ними. Лайк, подписка на канал за старание и приступим! Аппараты получили довольно трендовый дизайн с популярными нынче закругленными экранами. Габариты следующие. Zero 40 164,3 мм в высоту, 74,6 мм в ширину при толщине в 7,7 мм. Весит наш герой 180 грамм. Версия 5G при тех же габаритах немного толще, 7,9 мм, и весит на 10 грамм больше. Материалы корпуса пластик плюс стекло, но пластик довольно практичный, на котором совершенно не остаются отпечатки пальцев. В оформлении задней крышки бросается в глаза линия, разделяющая смартфон на две части. По задумке производителя, эта полоса символизирует сюжетную линию человека, сочетающего в себе обычное и экстраординарное. Смотрится довольно оригинально, но далеко не ново. Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2436 на 1080 пикселей и высокой частотой обновления экрана в 120 Гц у 4G версии и 144 Гц у версии 5G. Частота дискретизации 1500 Гц, плотность пикселей 393 ppi, пиковая яркость неплохая 1300 нит. Тач на 360 Гц, а уровень шима высокие 2304 Гц у старшей версии и 2160 Гц у младшего брата. Матрицы 10-битные, с яркими сочными цветами и хорошим 100% цветовым охватом DCI-P3. Экраны безвредны для ваших глаз. Они защищены по международному стандарту TÜV Rheinland, без вредного излучения. По этой причине вы можете долгое время проводить за экраном смартфона, и глаза ваши уставать совершенно не будут. Благодаря изогнутой матрице создается впечатление, что у аппаратов практически отсутствуют рамки. Соотношение экрана к корпусу составило 91%. В общем и целом экраны здесь великолепны. Поверх всего этого великолепия установлено прочное закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. За производительность системы отвечают разные платформы. Версия 4G построена на MediaTek Helio G100. Это новейший 6-нанометровый 8-ядерный процессор, который состоит из двух производительных ядер Cortex A76 с максимальной частотой в 2,2 ГГц и 6 энергоэффективных ядер Cortex A55 с частотой до 2 ГГц. За графику отвечает процессор Mali G57MC2. Этот камень пришел на смену уже легендарному процессору Helio G99, который себя отлично зарекомендовал по прошествию долгого времени. Оперативной памяти у нас 8 ГБ формата LPDDR4X, которую можно расширить вдвое за счет свободной физической памяти. Ее у нас до 512 ГБ типа UFS 2.2. Смартфон также поддерживает и карты памяти до 2 ТБ. Переходим к старшей версии Infinix Zero 40 5G. Аппарат построен на новейшей платформе MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Это 4-нанометровый 8-ядерный чипсет, который состоит из одного суперядра Cortex A78, работающего на частоте 3100 МГц, трех производительных ядер Cortex A78 с частотой 3000 МГц и 4 энергоэффективных ядер Cortex A55 с частотой до 2000 МГц. Графический ускоритель Mali G610MP6. Трудится он на частоте 950 МГц. Вся эта связка выбивает почти 1 миллион попугаев в бенчмарке Antutu 10, что вызывает уважение.
По сути дела, это разогнанная версия процессора MediaTek Dimensity 8200, который довольно неплохо себя зарекомендовал, показывая отличную производительность при хорошей энергоэффективности. Оперативной памяти больше, до 12 ГБ, и она быстрее, формата LPDDR5X. Как и в случае с 4G версией, ее можно увеличить в 2 раза. Постоянной памяти столько же, до 512 ГБ, типа UFS 3.1. Ну а теперь поговорим о камерах. Набор сенсоров у обоих версиях идентичен. Это 108-мегапиксельный сенсор Samsung HM6 размером 1,167 дюймов с оптической стабилизацией изображения и апертурой f1.75, плюс ширик на 50 мегапикселей от Samsung S5KGN1 с апертурой f2.2 и углом обзора в 120 градусов. Ну и куда же без 2-мегапиксельного датчика глубины с апертурой f2.4. Разница между версиями заключается лишь в программном, так сказать, кастрировании. Камера Zero 45G поддерживает запись видео до 4К со скоростью 60 кадров в секунду, а Zero 4G обеспечивает съемку видео с разрешением 2К со скоростью 30 кадров в секунду. Куда же без маркетинга? Большой упор был сделан на стабилизацию изображения. Производитель особенно подчеркивает это. Даже завезли режим Pro Stable. Благодаря ему ваши видео всегда будут получаться плавными, без лишних рывков и потрясываний. Также стоит отметить особый режим GoPro, в котором можно сконнектиться с одноименной камерой и использовать смартфон в качестве видоискателя, а также управлять режимами съемки непосредственно из приложения камеры. Программа GoPro Quick установлена на смартфонах из коробки. Фронтальная камера на 50 мегапикселей Samsung GN1 с апертурой f2.4 имеет на борту быстрый автофокус и может записывать видео до 4К в 60 кадров в секунду в версиях 5G и до 2К в 30 кадрах в версии 4G. Хочу уделить внимание и отличному углу обзора в 92 градуса. Благодаря этому захват картинки стал больше, и теперь не только ваша физиономия помещается в кадр, но еще много всего интересного. За это, конечно, производителю жирнющий лайк. Почему-то очень мало брендов уделяют внимание достойной селфи-камеры, а это немаловажно. Новинки имеют и новомодные нынче алгоритмы искусственного интеллекта с возможностью удалять ненужные объекты из фотографий, мгновенно переводить тексты на разные языки, искать нужные предметы в сети по фото и множество других. Двигаемся дальше. Аккумуляторы. Аппараты получили батареи по 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 45 Вт, а также беспроводной до 20 Вт и реверсивной до 10 Вт у старшей версии. Полный цикл заряда с 0 до 100% проходит приблизительно за 50 минут. Аккумуляторы поддерживают 3 режима зарядки: Low Temp, Smart и Hyper, а производитель заявляет о 1600 циклов зарядки-разрядки без потери качества. Стоит отметить и уникальную технологию Extreme Temp. Благодаря ей смартфоны заряжаются даже в экстремально низких температурах при минус 20 градусов. На борту также режим Bypass Charging 2.0, благодаря которому питание происходит непосредственно от зарядного блочка с минимальным зарядом аккумулятора. Это в свою очередь позволяет полноценно пользоваться смартфоном во время зарядки и даже с пониженной температурой в 5-6 градусов. Новинки получили весьма приличные стереодинамики с Hi-Res Audio и DTS. Также разработчики заколлабились с JBL для довольно качественного и громкого звучания. На борту все актуальные бенды в нашей стране: VoLTE, NFC модуль, инфракрасный порт, Bluetooth 5.4, двухдиапазонный Wi-Fi у версии 4G и Wi-Fi 6E у старшей версии, наличие быстрого подэкранного сканера отпечатка пальцев и защита по стандарту IP54. Также отмечу улучшенную технологию антенной пропускной способности по Wi-Fi. Благодаря ей смартфон на 20% лучше ловит сигнал по сравнению с предыдущим поколением. Работают новинки на операционной системе Android 14 под управлением фирменной оболочки XOS 14.5 из коробки. Производитель обещает 2 года обновления операционной системы и целых 3 года обновления безопасности. На прилавке магазинов Infinix Zero 40 появится в светло-голубом, розовом и черном цвете, а Zero 45G получит фиолетовый, черный, а также красивейший цвет графита Moving Titanium. Старт продаж намечен на 8 сентября, цены пока неизвестны. Однако в Малайзии, где устройства были представлены ранее, цены выглядят следующим образом.
Младшая базовая версия на 8 256 гигабайт стоит 1099 рингитов, примерно 16,5 тысяч рублей, а стоимость Zero 45G стартует с 1400 рингитов, это примерно 21 тысяча рублей. Infinix Zero 40 и Zero 45G представляют собой привлекательные предложения в своем ценовом сегменте. Они предлагают яркий дизайн, мощные характеристики, впечатляющие камеры и интеграцию с GoPro. Выбор между Zero 40 и Zero 45G будет зависеть от ваших приоритетов. Нужна ли вам поддержка 5G и беспроводной зарядки, или вам важнее более доступная цена и достаточная производительность? Ну как вам, друзья, свежие новинки от Infinix? Пишите свое мнение. С вас лайк, с меня контент, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся!